Всем привет, друзья! Привет! Сегодня мы покажем вам интерьер дома из клееного бруса общей площадью 220 квадратных метров с дизайном от нашей студии. Это двухэтажный дом для молодой семьи. На первом этаже это общественное пространство. Здесь место для приема гостей, здесь столовая, кухня и ТВ-зона. На втором этаже приват-зона, где находятся только хозяева этого дома. Давайте начнем рассказ с первого этажа. Самое яркое и интересное пространство в этом доме, конечно же, кухня-гостиная. Оно объединенное, со вторым светом, просторное. И начинается оно с кухни. Кухня П-образная, она вот так плавно перетекает вдоль стен и доходит до потолка. Загородный дом строится надолго, на семью, возможно, на следующее поколение. Поэтому нужно выбирать какие-то долгоиграющие, вечные материалы, которые ко всему подходят и отлично впишутся. Поэтому мы выбрали здесь белый цвет для кухни, и он прекрасно вписался в гамму, потому что здесь много ярких элементов, и нужен был какой-то универсальный цвет. Основная проблема деревянного дома – это то, что дерево подвижно. Дом оседает со временем, и элементы, которые жестко закреплены, могут со временем трескаться. Поэтому обязательно используйте подвесные элементы, например, как здесь. Здесь гипсокартоновый потолок. И многие говорят, как же сделать гипсокартоновый потолок в деревянном доме, который постоянно движется, он же будет хрустеть. Нет, обратите внимание, что он не прикасается к балкам, он сделан независимо, и, соответственно, при осадке дома он сохраняется. Есть такие же элементы, как, например, плинтуса, вот эти болты, которые подкручивают. Но это все, наверное, не будем в это все углубляться. Главное, что в деревянном доме можно использовать гипсокартон, так же, как и натяжные потолки, о которых поговорим позже. Несмотря на классическое настроение интерьера, хотел обратить внимание на стол. Стол совершенно современный, современного дизайна, и причем это наш питерский производитель, очень высокого качества, фабрика ТОК, можно им гордиться. Связывающим элементом между кухней и гостиной, да я думаю, что это сердце в принципе всего дома, конечно же, камин. Обратите внимание, какой он массивный, какой он яркий, красивый, и мы сделали это осмысленно. У нас были разговоры с заказчиком, делать его более спокойным, минималистичным, но, скорее всего, минималистичный, да не скорее всего, точно, минималистичный камин не вписался бы вот в нашу такую слегка все-таки гламурную атмосферу этого дома, был бы таким каким-то блеклым пятном. А сейчас это красивый керамогранит, это не натуральный камень, обратите внимание, это керамогранит итальянский от фабрики Флорем, но он делает этот объем красивым, живописным, ну, это смотрится на самом деле как картина, написанная природой, это очень красиво. И, конечно же, важный элемент для деревянного дома – это вот такая металлическая накладка из латуни. Она нужна просто в целях безопасности. Бывают классические камины, которые выложены полностью из огнеупорного камня. У них открытая топка, и перед топкой стоит такой красивый экран. Видели, наверное, в фильме про Шерлока Холмса такие элементы. В данном случае это более современное решение. Это камин с каминной кассетой. Кассета ставится отдельно, теплоизолируется, и шторка у этой кассеты поднимается наверх, вовнутрь, в толщу вот этого короба. Поднимается она за счет противовеса, который находится с задней стороны, ну, чтобы в целом человеку возможно было ее поднять, она довольно тяжелая. В пространстве гостиной высокие потолки за счет второго света. И мы периодически с этим сталкиваемся, когда заказчики выбирают одно из двух решений. Либо оставить второй свет и высокие просторные потолки в гостиной, либо подшить потолок и сделать там дополнительную одну или две комнаты. Здесь уже нужно выбирать под ваш образ жизни, под количество членов вашей семьи, под количество гостей. Но по мне, честно говоря, если у вас есть загородный дом, то больше всего времени вы будете проводить в гостиной. И, конечно же, вот это огромное пространство, наполненное воздухом, для меня это более важно, чем пустующие комнаты наверху, в которых иногда будут находиться ваши гости. Я как обладатель загородного дома скажу, гости в гостевых комнатах, вот этих вот, которыми вы подошьете второй свет, не будут находиться никогда. Они, не приезжают. Как сделать диван для большой компании? Вот здесь как раз такой диван.
Здесь очень много вариантов посадки. Можно сидеть, смотреть в окно, можно полулежа смотреть телевизор, можно просто сидеть, общаться. И даже лесенка для собаки есть специальная, которая может тоже подняться на этот диван. Это такой многофункциональный элемент этого интерьера и самый центральный. В доме действительно много гостей, и здесь эта вещь необходима. Темная стена, вот этот почти черный камень выбран не просто так. На фоне него телевизор просто растворяется. Потому что телевизор, вы знаете, что это не самый красивый элемент, в отличие, кстати, от розеток и унитаза в ванной. И он полностью растворяется на фоне этой темной стены, которая еще украшена вот такими декоративными элементами из латуни, которые у нас повторяются в камине, в ножках стульев, в мебели. Вот этот маленький латунный элемент, он как бы как нить проходит через весь наш интерьер и добавляет в него как раз такой изысканности и гламурности. Казалось бы, легкая задача заполнить чем-то объем вот этого второго света. Повесить здесь какие-то светильники, и будет красиво. Но на самом деле задача сложная, потому что многие дизайнеры в объеме второго света вешают какую-то люстру, которая смотрится очень маленькой, не наполняя этот объем декоративно. У нас получилось два этих объема соотнести в нормальном масштабе. Эти шары не смотрятся мелкими, не смотрятся большими, они красиво наполняют это пространство, композиционно его решают. Я хотел бы обратить особое внимание на две вещи. Во-первых, проектируя дома, мы постоянно сталкиваемся с тем, что заказчики не могут решить, какой делать объем для камина. Делать дымоход и вот этот короб до самого потолка, либо оставлять открытую трубу. И, конечно же, это все частные случаи, но мне не нравится, когда 6-метровый огромный объем, давящий на вас, возникает у вас в гостиной. Вот данное решение, в данном объеме, мне кажется самым идеальным и правильным. И второй момент, обратите внимание, что на потолке второго света нет ни одного светильника. И это может быть очень критичным моментом, если вы не продумаете доступ к светильникам второго света, то вам будет очень сложно с ними что-то сделать, если они, например, перегорят. Можно придумать разные варианты, но обязательно об этом нужно задумываться. Обратите внимание на потолок. Вот здесь, например, балки с деревянным заполнением, там гипсокартон. Но в любом случае все примыкания этого потолка обходят штапиком. Потому что никак не получится подойти материалом непосредственно к балкам. Все будет трещать, и везде будут щели. Через 2-3 года могут быть просто огромные щели, поэтому нужно все закрывать именно таким образом. Это постоянный вопрос, связанный с интерьерами загородного дома в гостиной, где есть второй свет. Доводить ли шторы и тюль до самого потолка. Вот как здесь, я считаю, это самое правильное решение, когда шторы у нас идут по уровню отметки потолка первого этажа. Потому что я не видел ни разу ни одного красивого решения, как сделать примыкание штор к мансардному потолку. Это просто невозможно. Они у вас будут либо спадать, либо некрасиво смотреться. Есть, конечно же, решение, чтобы закрыть мансардные окна с помощью плитсе, но у большинства заказчиков слово плитсе и его внешний вид вызывает отторжение, вот поверьте мне. И мне тоже оно не очень нравится, особенно если оно закрывается с помощью электрики. Вот я могу вам даже показать видео, как это происходит, и это выглядит очень странно. Поэтому используйте вот это решение. Никто не будет смотреть вашу гостиную с такой высоты, но при этом она будет постоянно заполнена натуральным дневным светом. Заходя в дом, мы попадаем в просторную прихожую. Здесь обеспечен весь нормальный функционал. Здесь есть место для ключей, посмотрите, сколько здесь ключей. Здесь есть банкетка для того, чтобы обуться. Здесь есть более широкая банкетка для сумок, мягкая панель с хитрым геометрическим орнаментом, который повторяет орнамент паркета в гостиной, он здесь тоже не случайный. И большой шкаф для всего, с поддонами для обуви, с вешалками для одежды и так далее, и так далее. Друзья, кто еще не посмотрел видео на нашем канале о том, как организовывать ваши вещи, чтобы не было бардака, обязательно посмотрите. И здесь прямо яркий пример. Вот эти все ключи, какие-то брелки, если бы они просто лежали, это был бы бардак. Но здесь очень простое решение. Мы поставили поднос, вот такой красивый, эстетичный, и просто туда положили эти вещи. Они сразу же собрались в один предмет, то есть не 10 предметов, а один. И сразу же у нас исчез бардак. В принципе, это очень удобно. Вы зашли, сразу же бросили ключ и уже идете дальше раздеваться и проходите в дом. Очень простое решение, но оно избавит вас от бардака. Очень часто дизайнеров интерьера подключают к оформлению дома на стадии, когда дом уже построен. Если это деревянный дом, то вся рассверловка — это каналы для прохождения проводов, слаботочки, силовые провода, они все уже сделаны. И добавить розетку в другом месте, там где нет
рассверловки практически невозможно. Но есть одно очень простое, и я считаю, что очень правильное решение. Это добавить стеновые панели. Они могут быть мягкие, как здесь. Они могут быть деревянные, шпанированные. Это может быть какое-то простое ДСП. Сама функция получается так, что вы просто прячете за этими панелями ваши провода. И здесь можно разводку сделать какую угодно. Здесь можно все сделать в розетках, повесить телевизор, добавить все, что угодно. Давайте перейдем в приватную территорию этого дома. Покажу, что на втором этаже. Мы получили готовый проект дома, и его уже только декорировали. То есть мы работали с теми формами, которые здесь есть. Это мастер-спальня, и здесь суперсложная форма потолка, именно для дизайна, потому что она уходит вот так вот в угол обнижением, и нам пришлось здорово подумать, чтобы это смотрелось эстетично. Мне очень нравится, как в этой комнате звучит мой голос, потому что здесь очень много текстиля. Во-первых, вот эти мягкие стеновые панели. Они решены в геометрическом рисунке, он такой дает небольшую нотку классики, и здесь есть, конечно же, вот такие стыковки через шлифованную латунь. Это отсылка к первому этажу, это опять же отсылка к классике. Мягкие панели гасят эхо, и здесь очень хорошо слышно свой голос, здесь не нужно никого перекрикивать. Также полностью стена в текстиле. Здесь, к сожалению, у нас вот эта мансардная крыша, то, о чем я говорил на первом этаже, но здесь по-другому никак не сделать. Поэтому шторы жестко зафиксированы, и их невозможно сделать на электроприводе, их нельзя особо открывать-закрывать, вот они зафиксированы, и все. Проект дома предполагает 3 дверных проема в этой спальне. И чтобы это не было похоже на магазин дверей, мы решили 2 проема задекорировать вот таким вот образом. То есть это белая дверь, которая продолжается в панель такого же цвета. В результате мы получили 2 таких вертикали, которые подчеркивают высоту потолка и смотрятся максимально эстетично. Заказчики в этом доме нас попросили сделать 2 санузла, мужской и женский. Сейчас мы находимся в женском санузле, он такой более светлый, более декорированный, здесь белый цвет, золото и больше функционала. Здесь большая столешница, на которую можно поставить крема, косметику, здесь зеркало, напротив которого удобно краситься, здесь полочки в душевой, на которые очень много можно поставить всяких шампуней и бутылочек неизвестного мужчинам назначения. Мужской санузел более аскетичный и совсем другой по эстетике, потому что, как правило, муж и жена предпочитают разные эстетики для санузлов. Так как это дом, у нас была возможность угодить каждому члену семьи и сделать ванну именно под потребности. Мужскую, женскую, с нужным функционалом и нужной эстетикой. Давайте расскажу о конструктивных особенностях, связанных с тем, что это деревянный дом. Во-первых, мы не стали зашивать все стены в плитки, мы оставили ощущение дома, поэтому здесь есть несколько стен в оригинальном дереве. С этим связано то, что зеркало у нас не заподлицо со стеной, оно накладное, чтобы можно было сделать за ним подсветку. Второй момент, у нас плитка и потолок не доходят до деревянных стен, они развязаны между собой, и если стена оседает, то плитка вместе с ней не садится и не трескается. Еще заходя в эту ванную, с выключателя я включил вытяжку, но я практически ничего не услышал. То есть какой-то легкий шум. С чем это связано? Так как это загородный частный дом, то у нас есть возможность вынести мотор вытяжки наверх на крышу, прям далеко. То есть мы никогда не услышим его шума. А здесь будет только гофра, которая затягивает воздух. Это самое лучшее, самое правильное решение для вытяжки в ванной. И в принципе в квартире это тоже можно осуществить, но в доме это просто само собой разумеется. В этой ванной очень хотелось добавить немножко гламура. У нас полностью матовый пол, если здесь разольется вода, вы никогда не подскользнетесь. Но вставочка из глянцевого камня, обрамленная латунной полоской, делает пол очень нарядным и красивым. Отдельный элемент, заслуживающий внимания в этой ванной, это вот эта вот тумба. Столешница выполнена полностью из керамогранита, аккуратно склеена, углы закруглены. Раковина тоже из этого же керамогранита. Плюс в раковине сделана специальная вкладка квадратная на ножках, которая прикрывает сифон, сливное отверстие. То есть все максимально эстетично. Плюс тумба с идеальными примыканиями к этой столешнице. В общем, могу сказать, что в исполнении этот элемент очень сложный. Если вы решите сделать такой, то знайте это будет далеко не просто и, в общем, не дешево. Обычно деревянный дом представляется как какая-то баня, как что-то неказистое, кривенькое. А за счет вот таких вот элементов, как эта тумба, из деревянного дома можно сделать настоящее ар-деко.
Второй санузел на этаже, мужской санузел. Он более брутален. Мы выбрали керамогранит с такой вертикальной текстурой, которая интересно переходит со стены в пол и снова поднимается на другую стену. Получается очень красиво, без лишнего декора. Такой запоминающийся интерьер санузла. Друзья, обратите внимание, как реализовано заполнение мебелью ниши между керамогранитом. Здесь нет пошлых зеленых вот этих стеклянных полочек на металлических таких бабышках. Здесь просто заполнение из крашеного МДФ, потому что МДФ это влагостойкий материал, и ДСП во влажных помещениях лучше не использовать. Красивый крашеный МДФ, полки и все вместе это сделано за подлицо с керамогранитом и смотрится очень эстетично и стильно. В душевой здесь использована эпоксидная затирка. Рекомендую эпоксидную затирку, потому что она не впитывает влагу, не плесневеет. Она выглядит всегда идеально, как будто бы ее сделали вчера и держит цвет. Очень классная вещь. А еще обратите внимание на вот эту вот мозаику. Это порезанный тонкими полосами керамогранит. Он таким образом и продается, как панно. Выглядит как декоративное панно. Это гостевой санузел дома на первом этаже, третий по счету. Крупноформатный керамогранит. И обратите внимание, как классно смотрится рисунок на крупном именно формате. Рисунок камня, он почти как настоящий. Еще вот это интересный керамогранит, крупноформатный под дерево. Смотрится так, как будто бы это шпанированная панель. Но на самом деле обладает всеми свойствами керамогранита. Обратите внимание, что во всех санузлах есть теневое примыкание, вот оно, и это натяжной потолок. Натяжной потолок это самое простое и правильное решение для санузлов, потому что он никак не подвержен воздействию влажного воздуха и прослужит вам долго. А так как это деревянный дом, то у нас везде теневое примыкание, чтобы стены и потолок были развязаны между собой и потолок никак не усаживался, не трещал. Друзья, обязательно напишите в комментариях, что вам понравилось или наоборот не понравилось в интерьере этого дома. Может быть, вы знаете еще какие-то интересные приемы в оформлении деревянного дома. Обязательно расскажите нам об этом. Монетизация сейчас не работает, поэтому если хотите поддержать наш канал и выход новых роликов, то обязательно переходите по ссылочке в наш Boosty. Обязательно поддержите видео лайком, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео, а также переходите во все наши социальные сети, там очень много всего для вашего вдохновения. Пока-пока! Пока!